Уже совсем скоро перелистнется еще одна страничка истории и начнется новый 2022 год. Уходящий 2021 был не сильно приятным для игровой индустрии, со своими переносами и недостаточно хорошими релизами. Однако, если посмотреть в сторону мобильного гейминга, то этот год оказался очень даже неплохим, ведь был установлен новый рекорд по затратам игроков на игры, для смартфонов, конечно же. А именно, эта цифра составляет $90 миллиардов. Вы только себе представьте. Эта внушительная сумма дает понять многим именитым разработчикам, что не стоит упускать рынок мобильных игр из виду, и нужно туда внедрять свои популярные франшизы. Также в стороне не остаются восточные компании, специализирующиеся именно на таких играх. Их цель немного другая — создать в этом сегменте нечто новое, что привлечет внимание многих игроков. Так давайте же, братюни, посмотрим, какие интересные и многообещающие мобильные игры на Android готовят разработчики со всего мира к релизу в 2022 году. Погнали! Открывает нашу подборку самых ожидаемых игр 2022 года на Android и iOS Diablo Immortal. В наше время нет таких игроков, которые не слышали бы про такую серию игр, как Diablo. Вот Blizzard и решили, вместе с известным китайским разработчиком NetEase, принести эту франшизу на мобильные платформы. Сюжет в будущей многопользовательской ARPG будет разворачиваться между событиями Diablo 2 и Diablo 3 в темном фэнтезийном открытом мире Санктуария, наполненным квестами, боссами и различными испытаниями. На старте игрокам будет доступно 6 классов с уникальными способностями, а в остальном же игроков ждет та же Diablo с механиками, атмосферикой и стилистикой, которая, конечно же, напоминает классическую третью часть франшизы. Идем далее по топу лучших ожидаемых игр 2022 года. Undecember. Еще одна hack-and-slash ARPG с видом сверху, которая не должна пройти мимо поклонников Diablo. За ее разработку отвечает корейская студия Nids Games, в которой работают специалисты, приложившие руку к таким проектам, как Lineage 2 Revolution и Lost Ark. Поэтому нас ждет действительно нечто интересное. Одной из особенностей Undecember является отсутствие привязанности к классу, что позволит игроку активировать свою творческую изобретательность и создать уникального персонажа, который сможет сражаться мечом и создавать заклинания для атаки или призыва прислужников. Конечно же, здесь будут присутствовать и уникальный сюжет, различные испытания, подземелья, рейды на боссов с другими игроками и PvP режим. Далее по топу лучших игр на Android и iOS, которые ожидаются в 2022 году, расположилась, наверное, самая ожидаемая игра — это Apex Legends Mobile. Издатели EA вместе со студией Respawn, видя успех других королевских битв, вышедших на смартфоны, решили тоже ворваться в эту среду со своей популярной игрой Apex Legends. Для этого даже была создана отдельная команда, и теперь они вместе со студией Lightspeed и Quantum, которая создала PUBG Mobile, готовятся выпустить порт на мобильное устройство в следующем году. В этой версии королевской битвы сражения будут вестись, как и в оригинале, в принципе, на большой карте с 60 игроками, разделенными на 20 команд. Хотя будут присутствовать и отличия. Для более динамичных сражений разработчики решили сократить время матча. Также, скорее всего, на старте не будет представлен весь список легенд, которые доступны сейчас в оригинальной версии. В остальном же это тот же Apex с множеством оружия и уникальными способностями персонажей. Братюню, если тебе нравится этот топ, подпишись на канал, а также поставь лайк этому видосу, а мы идем дальше. Раз уж мы затронули тему королевских битв и портирования, то не упомянуть Naraka Blade Point будет упущением. Вслед за релизом на ПК издатель NetEase сообщил в своих планах выпустить многопользовательский экшен и на мобильные платформы. К сожалению, пока подробностей о порте никаких нет, но из-за успеха на крупных платформах, скорее всего, разработчики постараются выпустить игру на мобильные платформы как можно скорее. С высокой долей вероятности нас также будут ждать сражения на масштабной карте с 60 игроками, восточный стиль и достаточно крупный арсенал оружия для ближнего и дальнего боя. Хоу-хоу-хоу, конечно же, Battlefield Mobile. Такое нельзя было не добавить в наш топ лучших самых ожидаемых игр 2022 года. И да, в 2022 мы увидим порт на мобильное устройство одного из самых популярных шутеров от первого лица в настоящее время. Правда, к несчастью, в этом году Battlefield 2042 от DICE не оправдала надежды многих игроков. Поэтому посмотрим, что сможет сделать команда разработчиков из Industrial Toys с мобильной версией. А пока в будущей игре нам обещают команду
командные сражения на знакомых и новых картах, с возможностью использовать широкий арсенал оружия, квадроциклы и даже танки. Как и в прошлых частях серии, здесь будут присутствовать разрушаемые объекты наряду с разделением на классы, у каждого из которых будут присутствовать особые гаджеты. Noah Heart – многопользовательская ролевая игра на мобильное устройство от студии Archosaur Games, которая подарила нам другую MMORPG – это Dragon Raja. Разработчики решили не уходить от этой темы и собираются выпустить еще одну красивую мобильную игру на движке Unreal Engine 4. Игрокам предложат отправиться в путешествие по бесшовному открытому миру на планете Ной, который наполнен различными загадками, удивительными местами и экзотическими формами жизни. Отсутствие классовых ограничений позволит вам выбрать любое оружие и подобрать свой собственный стиль игры для сражения в реальном времени как с могучими боссами, так и с врагами из других фракций. А для более увлекательных боев и путешествия по прекрасному миру можно будет формировать сильные команды вместе с друзьями и другими игроками. Идем далее по топу самых лучших и ожидаемых игр 2022 года. Невозможно говорить о мобильных MMORPG и не упомянуть Tower of Fantasy, на которую игроки возлагают большие надежды. Многие хотят, чтобы команда разработчиков из Hotta Studio учли все ошибки мегапопулярной RPG Genshin Impact и смогли создать достойный клон. Пока игра доступна только на стадии ОБТ и на китайском языке, но будем надеяться, что в 2022 году мы увидим полноценный глобальный релиз. Действия в игре будут разворачиваться в научно-фантастическом открытом мире, где игрок берет на себя роль первопроходца и отправляется исследовать прекрасные локации. Фанаты Геншина встретят здесь знакомые механики, как скалолазание или возможность парить в воздухе. Но также здесь будут присутствовать PvP режим и система питомцев. Также здесь реализована гача, только ролить вам придется оружие со скинами на персонажа вместо полноценных героев, что тоже является значимым отличием от всем известной игры. Одна из самых ожидаемых лично мной игра — Project Ragnarok. Да, это еще одна китайская MMORPG с открытым бесшовным миром, которая создается на движке Unreal Engine 4. За разработку отвечает компания NetEase, которая обещает мультиплатформенную AAA игру с отменной графикой и интересными механиками. Блин, ну так подумать, у NetEase столько готовых и готовящихся проектов, что кажется капец, сколько там у них работает людей в этой компании. Блин, братюни, вы вот себе представляете? Напишите в комментах, как вы думаете, сколько работников работает в компании NetEase. Так, ну а мы вернемся к Project Ragnarok. Как вы могли уже догадаться по названию, события игры будут разворачиваться в мире, созданном на основе скандинавской мифологии, где игроку предстоит остановить конец света Рагнарёк. Сбор ресурсов, общение с другими игроками, данжи, отсутствие привязанности к классу, возможность переключаться между несколькими персонажами и масштабное PvP сражения. Это лишь малая часть того, что разработчики приготовили в своей будущей игре. Nikke the Goddess Victory. Корейский разработчик ShiftUp планирует в следующем году порадовать мужскую часть аудитории геймеров своим новым шутером от третьего лица с милыми и фигуристыми аниме-героинями, за дизайн которых отвечал известный в узких кругах художник Ким Хюн Тае, работавший также над персонажами Destiny Child. Игрокам предложат взять управление отрядом, состоящим из нескольких девушек-андроидов, которые были созданы для борьбы с инопланетными механическими захватчиками. У каждой героини будут особые навыки и параметры, позволяющие игрокам создавать отряд, подходящий ему по стилю. Красивая визуальная составляющая, поддержка кооператива и простое управление должны оставить приятное впечатление у большинства пользователей, особенно мужского пола. Ну и конечно же финалочка. Известная китайская студия MiHoYo собирается выпустить новый ролевой экшен по вселенной Ханкай, который будет отличаться от своих предшественников пошаговой боевой системой и более стратегическим геймплеем. Насчет остального фанатам не стоит беспокоиться. Разработчики сохраняют стилистику вместе с великолепной графикой и прекрасным звуковым сопровождением. Honkai Star Rail станет продолжением своего предшественника Honkai Impact. Игрокам предложат отправиться в космическое путешествие и вместе с отрядом
из 4 персонажей с уникальными способностями заняться исследованием неизвестных мест, наполненных новыми врагами. Ну вот и подошла к концу подборочка самых ожидаемых игр на Android и iOS в 2022 году. Надеюсь, братюня, тебе понравился этот выпуск, и ты поставишь лайк, подпишешься на канал, если ты еще этого не сделал, а также оставишь комментарий под этим видео. Переходи на канал Дитрих ТВ и смотри другие выпуски, я выпускаю видосы очень часто, и там очень много всего интересного. Ну а с вами был Дитрих ТВ, всех вас крепко обнял, всем удачки, пока-пока. Ах да, с Новым годом всех, братюни. Trust myself, you added a piece to me that I had never felt, but you came along and you proved me wrong. Somebody is on